Канал Валерия Табакова представляет прямой эфир группы поддержки Зинченко 27 октября 2025 года. Разбор дела Зинченко с юристом Валерием Табаковым. Насчет этих свитков, ну там есть их две категории, как бы вы же об этом тоже говорили. Те, которые пели панихиду, вот, и те, которые там, ну, например, продавец этого пистолета и вот этот тайный свиток. Вот это двое, да. Те, которые пели панихиду, но это вообще ни о чем. Ну, вы правильно говорите, так вы их характеризовали. Вот. А что касается продавца пистолета, ну, там есть такой нюанс, там даже судья интересовался. Я сейчас вспомню, что он конкретно там задал вопрос, я об этом видео записывал. Судья как-то сейчас не припоминается. Ну, что-то он, короче, его такое спросил, то ли не судья, ну, судья тоже спросил насчет того, возможность переделать этот пистолет в боевой. Не помню, то ли судья это спросил, то ли Зинченко спросил сам. Ну, может быть, и судья. Вот, и тот сказал, что не знает. Точно. Лиза, не надо говорить. Лиза, у меня эфир, запись. Вот. И ну и этот свиток, он такой еще немножко примутненный. В общем-то, я понял, что судья вот всеми этими вопросами, ну там один вопрос или там два вопроса, он выяснил, что он немножко привирает. Ну, не немножко, да, под присягой как-то, ну, уходит от вопросов. Вот. И стало понятно, что это, ну, какой-то такой персонаж, который представляет правоохранительные органы. То есть вот он сказал, что при продаже он думал, что его прорабатывают правоохранители. Поэтому он и так себя и вел, да, то есть, ну, вначале, значит, говорил о том, что продает травмат, а потом, значит, на самом деле он переслал стартовый пистолет. А потом еще начал рассказывать какие-то небылицы о том, что какую-то он трубку туда вложил, которую можно было бы использовать в качестве ствола, насколько я понял его смысл. И когда судья спросил, какой диаметр вот этой трубки, он сказал 3 миллиметра. По-моему, да, вот этот вопрос задал судья. Но если 3 миллиметра отверстие, да, то какая пуля 9-миллиметровая туда войдет, в эту трубку? Ну, в общем, бред какой-то. Да. Ну, понимаешь, что это нонсенс. Да, бред какой-то нес, просто стебался в наглую. То есть он, когда еще и там его Петлеванный спросил, что такое, как же он там это самое, какой-то термин такой был. Термин. Ум, да, ага, ум. Что такое ум? На сленге вот этих оружейщиков. Он говорит, это, наверное, диаметр ствола. Ну, то есть диаметр ствола это калибр вообще-то. То есть, ну, такие вещи. Просто откровенно он издевался над этим самым. Зачем его только пригласили в качестве свидетеля? Но стало ясно, что он еще и мошенничеством, как бы, да, занимается, да. Ну, не то, что занимается, просто да.
Интересно просто, как судьи оценивают вот тех свитков, которых предоставила София, да, как ее сторона. Просто достаточно такие, ну, как со стороны, да, мы смотрим, то достаточно слабые, да, какие-то доказательства виновности, их практически никаких и нет. Кроме того тайного свитка, который тоже непонятно о чем был и непонятно что говорил. То есть для меня лично вообще непонятно, как такими доказательствами можно осудить человека. Ну вот это тайна, еще там есть один нюанс, который я проработал, да, продумал. Значит, ну то, что он себя раскрыл, это понятно, это смешно, да, а вот насчет тайности. А вот он говорил еще, если помните, его спросили, сколько раз он, ну как часто он выгуливает свою собаку, ну в том месте, да? Вот. И он сказал 3-4 раза в неделю. Но получается, значит, что он в неделю у нас 7 дней, то тогда 3-4 раза в неделю он не выгуливает свою собаку, что ли? Или как? Что собака остается невыгуленная? Ну, вот этот вопрос остался как бы такой, еще остался. Насчет, то есть, есть у него собака или нет? То есть, его спросили, какая порода собаки, он сказал, что я не буду вам говорить это. Значит, а то, что он ее выгуливает не каждый день, ну, нормальный собачник, я так понимаю, выгуливает каждый день, может даже по несколько раз. А 2 раза в день, утром и вечером. Да, а этот что-то там, он 3-4 раза в неделю. Он, наверное, не понимает, то есть он не собачник, да, то есть не понимает, как сбрехать. Ну, судя по всему, да. Он выгуливал чужую собаку, наверное. Да, так его спросили, ваша собака не кусается, он чужую выгуливает и не знает, кусается или нет. Может, она его укусила куда-то там. Да. Не знаю, что там, кто его там покусал, но это точно странная позиция, как для меня, что человек, который хочет, да, впоследствии следить за какой-то женщиной, хочет кого-то убить, допустим, да, и он подойдет к человеку, то есть себя раскроет и пойдет с кем-то там разговаривать, то есть, ну, я в это не поверю. Ну, кто из нормальных людей, да, то есть это надо быть сумасшедшим, чтобы себя как-то идентифицировать, ну, я так понимаю. То есть он подошел, поговорил с ним, показался, каким он есть, да, и потом его, естественно, кто-то познал, но это смешно. Ну, логично было бы... Они могли какую-то версию придумать более такую вот реальную, то есть настолько все, мне кажется, сфабриковано, настолько, ну, смешно уже даже. Я не знаю, в каком они квартале выступали или в каком-то цирке это все придумывали, и мне непонятно. Логично было бы, ну, например, да, его поведение, что он, видя приближение этого собачника, мог бы натянуть какую-нибудь шапку на голову, я не знаю, там, или балаклаву, там, или что-нибудь в этом духе. Ну, зачем ему в таком месте, да, в секретном, как они говорят, что он там переодевался, где-то там прятал в рюкзаке эти вещи. Зачем ему в таком секретном месте встречаться с открытым лицом, с каким-то непонятным человеком? Вот. И мало ли, кто там ходит с собаками, да? Может быть, это какой-то правоохранитель, да, что-то там разыскивает с помощью собаки. То есть непонятно еще какая порода. Но если не кусается, так понятно, что, наверное, большая собака. Может, там была карманная собачка какая-то, и он просто по приколу спросил, не кусается? Ну вот тоже, может, даже неизвестно. То есть тогда по приколу вообще это смешно. Но если обычно человек спрашивает, если собака представляет опасность. Вообще она... Например, я могу спросить, если карманная собачка. Не кусается ваш бультерьер? Почему и нет?
Если там идут с каким-то карманной собачкой или там вот одетая, всякие одежки или еще что-то. Просто ж не кусается. Проходить можно. А когда если огромная собака, так можно метра на 2-3 отойти и не спрашивать уже, кусается она или нет. Ну да, интересно, вот намордник был на той собаке или нет? Зачем спрашивать? Если спрашивает, кусается или нет, значит большая и без намордника. То есть это нарушение. Мне кажется, что там какая-то маленькая собачка, просто так бы он... Если бы была большая собака, он бы не говорил, пару раз в неделю я ее выгуливаю. А остальные дни где? И она гадит дома. Точно, да. С утра до вечера. Ну, может, там с пекинес, ну, шел с каким-то пекинесом. Парень шел просто, может, на этот велотрек с насосом. Ваша собачка не кусается? И пошел дальше себе. Ну да, это черный насос, это катастрофа. Может быть, и этот, и как это... в шляпе, в панамке и в очках тоже там с насосом бегал по Масарика 3. И тут, Дума его там увидел насос, что-то черное, говорит. Что-то черное. Мне кажется, там ни одного свитка, который точно бы указал, что вот, да, это Славик, это тайный свиток, тоже это такое, знаете, как бы... Вот эти еще два свитка, Бабюки и Дума, да, вот это вот значимые, как бы... Ну, Думу надо вообще еще проверить. Да. Я имею в виду, вы тогда не смогли подключиться, не помню, позавчера, по-моему. Вот 7 вечера, какой 7 вечера он проводит интернет? Обычно рабочий день до 5 до 6. А в какой квартире он был? С какой был вызов? С какой фирмы он вообще? Но его ж пытались спросить, и Петлеванный тут взвился и говорит, что это не относится к делу. Почему не относится к делу? Относится, но судья сказал... До скольки рабочий день? Вообще-то до 5, до 6. Что он делал в 7 вечера в подъезде? Ну, где он работает? Ну, вообще, думает, как-то Дума вообще. Ни интернетчик, ни слесарь-сантехник, ни руки помыть, ничего. Ну да, это мутная история, и Петлевана не дал спросить. А вообще-то, ну, поскольку он не дал спросить, и судья снял вопрос, это, ну, на момент, как бы, на этапе апелляции оно может сыграть в плюсы, потому что не дали допросить конкретно свидетеля в полном объеме. Это нарушение права на судебное разбирательство. То есть можно его так охарактеризовать, вот этот допрос Думы. Вот. Ну и остальные свидетели там, они как-то вообще ни о чем. Ну, я имею в виду ни о чем, никто конкретно ничего не сказал. Именно было убийство 19 июля. Должны быть свидетели именно 19 июля, а не свидетели, которые видели его там 16-го, кто-то сфотографировал, тот 11-го, непонятно с какой собакой, где гулял и вообще кто это, что это. Тут еще один свидетель по видео, он давал показания, и то полицейский говорит, а волосы у него длинные, кучерявые, да. А в чем он был одет? В кепке, в очках, в красной кофте, в спортивных штанах. Забыл еще сказать, носки Nike белые, как Клименко сказал. Ну, там это еще, просто сезона. Еще есть один момент насчет вот этих вот стульев. Там же ДНК-экспертиза, 3 штуки их было. Первые 2 дали нулевой результат, что определить невозможно. А третья, там уже, которая делалась после того, как был арестован Зинченко, и после того, как у него были изъяты одежда и обувь, вот, они дали результат, как бы, да, тот, который хотела сторона обвинения. И
И вот это вот, значит, по поводу стульев, ну, их надо проработать, этот момент, потому что эта экспертиза, она сомнительная, третья, и ее надо перепроверять, то есть делать ходатайство о новой экспертизе независимой. Но кроме того, есть еще такой момент, не знаю, реализует ли его этот Сулима. Вот сейчас будет исследование вещественных доказательств, которые почему-то хранятся в этой самом в следственном отделе там в полиции, откуда их и материалы дела, да, досудебного следствия, откуда их Петлеваный достает. Вот. Так вот там вот, ну что там, там гильза, да, например, там еще, кроме всего прочего, еще эти 2 стула, вот, которые отправлялись там куда-то в 3-й раз в Одессу, да, эти стулья. Вот интересно, ну то есть есть вопрос о том, что вот эта одежда, которую конфисковали у Зинченко, изъяли, и вот эти стулья хранятся в одном и том же помещении. И существует опасность загрязнения вот этими вещами, изъятыми у Зинченко, вот этих вот стульев, которые отправлялись куда-то. То есть вначале, ну, первые две экспертизы, смывы были прямо там, на месте сделаны. То есть никакого Зинченко не было еще 19 числа. А вот когда уже 3-я пошла, то уже был Зинченко, уже была его одежда там, уже там стулья стояли. Так вот, насчет этих стульев. Желательно вот эти стулья доставить в студию, то есть в зал суда. Ну так, чтобы еще и никто их предварительно не видел. И вот вызвать этих свидков, которые фотографировали, например, да, и поставить не 2 стула там, а, скажем, 8 стульев. Ну, похожих, пусть они вначале их опишут, да, те стулья, которые они видели, а потом, значит, им покажут эти стулья, и пусть они укажут, эти свидки, какие стулья, на каких стульях из этих 8. 2 стула, например, да, на которых сидел этот ряженый. Я сомневаюсь, что они смогут это четко опознать. Ну, во-первых, с памятью. Не смогут. Однозначно не смогут. Да, ну вот так вот делается опознание и доказательства. Не смогут, значит, что-то они там не то намутили. И вот этот вот свидок, который в лесополосе там идет, это как нужно, какой памятью нужно обладать, чтобы запомнить эту одежду. То есть вот я, например, когда иду, я, может быть, обращаю внимание, ну, скажем, на что-то другое, но на цвет одежды, ну, тяжело вот так вот вспомнить мне, например, что я вчера кого-то встречал, да, в какой он был одежде одет. А он это вспомнил через 7 дней. Вот это тоже такой момент, и это надо было бы проработать во время допроса. Ну, я, насколько я понял, Сулима этого не сделал. Хотя предварительная договоренность с ним была у Немировского, значит, с Сулимой, что этот момент будет проработан в виде вопросов. То есть его надо было спросить, например, ну, я даже не знаю, ну, в общем, насчет его зрительную память проверить. То есть в какой одежде там кто-то стоял, я не знаю, кого он там по ходу встретил. Ну, не знаю, там это надо работать с этим моментом, и он не был проработан. То есть вот эта зрительная память его на одежду, она вообще-то сомнительна тоже, что он четко помнит, какого цвета и какая одежда была. Может, человек был в шортах и в футболке, да, ему показалось, что он в свитере и в валенках идет. Ну, когда ему показали вот это, фоторобот, он вдруг понял, что тот был в свитере. То есть так память не работает.
То есть я не могу вспомнить, например, сегодня даже кого встречал вот по улице, незнакомого человека. Я не помню его одежду. А нам не надо ее вспоминать, ту одежду. Ну, там очень много вопросов свидетелям, адвокатами Вячеслава не было задано. Там с их показаний можно было еще в суде сразу уже завалить их вопросами, на которые бы они уже не путались бы. И уже было бы понятно на суде, что дают ложные показания. Или путаются, сами свидетели путаются в своих показаниях. Ну, то, что они путаются, это замечено. Было там путаница вокруг лавки и стульев. Непонятно все же, на чем он сидел. То есть, может быть, фотография на каком-то третьем стуле. Есть фотографии еще 2 стульев, которые там стоят. Сколько тех стульев, трудно сказать. Какие из них попали на экспертизу, тоже трудно сказать. На каких сфотографирован этот ряженый, тоже трудно сказать. Нужно вот с этими... И это, да, и это вызывает как бы путаницу, действительно. А когда идет путаница, то тогда вот эти показания, ну, хотя бы в той части, да, признаются недопустимыми. Но даже сравнить 2 фотографии, там, где сама прокуратура выставила, этот ряженый сидит на стуле спиной, и фотография, которую якобы девушка сделала с машины, обратите внимание, во-первых, на шею. Тот, который сидит спиной, он сидит такой здоровый, крепкий. Шея, спина, сумка. И он его посадили на это стул, сфотографировали, наверное. Ну вот лишь бы, а ну быстренько одень, сфотаем сейчас тебя, бо надо ж нам фотосессию сделать. И тот, который сидит ряженый, вот как эта свидетельница, соседка, чи кто там во дворе. Ручки худенькие, ножки, ну, говорит, вообще такой маленький, худенький, какой-то некормленный. И тот, который сидит спиной, обратите внимание, там на шею, даже, ну, видно, сразу бросается в глаза, это вообще 2 разных человека, просто одетые в этот костюм. Ну да, я не обратил на это внимания, но это действительно, наверное, очень даже значимый момент вот этого дела. Ну вот обратите внимание, после эфира, если у вас есть эта фотография... Да, я помню, вы просто указали на это обстоятельство, и я понял, что да, действительно, тогда вот этого свидетеля, который фотографировал со спины, да, его надо заставить опознавать вот эти стулья. Почему нет? Если он фотографировал непонятно кого, непонятно на чем, то тогда пусть расскажет. Да. Это вообще зачем? Вот зачем человеку делать? Как она рассказывает, она вышла гулять с собачкой, сидит этот ряженый. И Петлева на нее спрашивает, а как вы сделали фотографию? Ну, типа фронтальная зона телефона или как? Говорит, я сделала вид, как будто я разговариваю по видеозвонку и сфотографировала его со спины. Вот почему Сулейман задал вопрос, а зачем вам это фото? И она говорит, странный парень сидит во дворе. Зачем ты его фотографируешь со спины? Почему ты не вызвала полицию или еще что-то? И вот эту фотографию, которую они предоставили со спины, и тот, который сидит передом в этих очках, это вообще по телосложению 2 разных человека. Ну да, ту вторую фотографию тоже бы послать на экспертизу, чтобы сравнили, да? Тоже неплохая как бы идея. 2 разных телосложения. Тем более есть экспертиза, я не помню, как она уже называется. Даже если человек... Портретная. Нет, человек сидит, определяет его рост, вес, телосложение. Есть, я забыла название этой экспертизы. Почему не сделают эту экспертизу? Вычисляют даже человека, когда сидит, его рост.
Ну, видимо, потому что там это все фотошоплено, давай так говорить, потому что фотография вот эта, которая появилась в интернете, она же фотошопленная, однозначно. И сделана под Вячеслава, понимаешь? Она фотошопленная, но телосложение, можно лицо подкорректировать, телосложение ты уже не рост, ты не сделаешь фотошоп меньше или больше. Ну, и фотографию можно сделать даже рост на сегодняшний день, и рост, и все, что угодно. Поэтому, поверь мне, наверняка что-то там и делалось, может быть, вполне. И две фотографии, даже вот эти, что прокуратура, следствие выставила со спины и передом, это два разных человека сидит. А такую экспертизу, я название забыла, это мне сказал адвокат-криминалист в Украине. Говорит, а почему адвокаты не закажут эту независимую экспертизу? Ну, надо подавать клопотание через суд, суд должен давать разрешение. Но еще сказал, что, говорит, они могут сделать независимую, вынуть с дела эти две фотографии, предъявить это в суде и подать клопотание на независимую экспертизу. На этой независимой экспертизе, если судья не дал разрешения, будет написано «дослідження». И тогда уже судья обязан сделать повторную независимую экспертизу. Ну, в принципе, да. В принципе, вот та экспертиза, о которой вы говорите, название которой мы сейчас не знаем. Я не помню, просто я записывала. Ну, сейчас я не буду. А делали только портретную, это значит лицо. А портретная экспертиза, 30% лица только видно. Что они могут там сделать? Ну, там еще мало того, что 30 видно. Там вот эта главная точка, которая позволяет определить пропорции для сравнения. Ты бачишь, сколько годин? Эта точка называется у основания носа, то есть где нос соединяется с лбом. Вот эта точка закрыта очками. То есть измерить расстояние от этой точки до других там элементов лица невозможно. То есть получается, что вот это вот выводы сделаны на основании догадок. То есть эксперт, получается, догадывался, где находится эта точка. Основание... Есть еще экспертиза по походке, сравнение походки. Две разные походки Вячеслава и того Ряженого. Три раза. Еще кепочник бегает по льву. Ну хорошо, хоть его в бассейне не засняли, может быть еще он как стиль плавания у него особенный. Ну, экспертиз их миллионы, которые можно сделать идентификацию человека. Тут сделали портретную экспертизу, этот стула 3 раза мыли, слюни, сопли, нашли. С третьей смывки нашли они, что там, ДНК или что они там нашли. Нет. Ну, я думаю, адвокаты должны подавать ходатайство, чтобы повторные экспертизы какие-то там провести. Я не знаю, как вы считаете? Ну, конечно, должны, но сделали или нет, я пока не знаю. Вполне вероятно, что нет. Вот то, что Немировский там подал, это не экспертиза, а это рецензия. Ну, я ее там изучал, но она не имеет того веса, да, чтобы железно как бы опрокинуть вот ту портретную экспертизу. Это просто рецензия, мнение специалиста. Тогда, получается, этого специалиста можно приглашать в качестве специалиста, да, чтобы он дал разъяснения, но все равно его как бы его мнение будет чуть ниже, чем мнение эксперта. Потому что нужна независимая экспертиза такая же, да, потому что есть подозрение того, что этот эксперт заангажирован. Ну, о чем, кстати, Немировский говорил несколько раз там, в судебном заседании. Ну, так, клопотание в суд.
резолюцию на говорили, суд может отклонить. Да, если он отклонит, то тогда это будет... Чтобы суд не отклонил, а чтобы судья не отклонил, надо было делать независимую экспертизу, брать фотографии, которые выдала прокуратура с дела, отправлять их на экспертизу, и с пометкой, они выдаются с пометкой «дослідження». И тогда уже судьи не имеют права отклонить и ходатайство о повторной независимой экспертизе. Нет, ну там поймите еще... Сделали ли это адвокаты Вячеслава? Ну, посмотрим, что будет на суде. Там еще ж есть такой нюанс в этой портретной экспертизе, что этот фотоснимок был получен стороной обвинения следователями в ходе осмотра. Вот. А такие вещи, как фотография, они должны быть получены в ходе изъятия. То есть следственное действие не то, которое должно было быть произведено. То есть вот это вот слабое место этой портретной экспертизы. Если бы это было оформлено как изъятие, то тогда нужна была специальная аппаратура, которая бы скопировала этот снимок с телефона. А так получается, что судья тоже спрашивал, как вы получили этот снимок. Тот говорит, как, с телефона на телефон переписали и все. И что за следственное действие? Следственное действие осмотр. Но получается... Протокола изъятия у них нету? Изъятия нет, да. Они просто изъяли незаконным способом, получается. То есть это доказательство, поэтому можно признавать недопустимым, потому что не то процессуальное действие было сделано. Тогда вообще неизвестно, когда она там его фотографировала, чи с машины, чи откуда. И вообще какого числа. Да, в общем, все такое никакое, что просто капец. Взяли фотографию, а я его тут сфотографировала с машины. Сейчас я вам перекину, дайте мне номерок телефона. Да, она перекинула, протокола изъятия фотографии у них нет. Точно, да. Точно. Ну, это вообще. Так, может, скажу, что я тоже там была, Ряженого фотографировала. Да, короче... Посажу сейчас кого-то на стул, а ну, посиди, я сейчас фотосессию сделаю. Куда ни копнешь, все такое, что просто, я не знаю. За что они деньги получают там? Я не знаю, за что они там получают деньги, вот эти вот следователи. Ну, им сказали слепать дело, вот они его на быструю руку слепили из того, что было. Я, кстати, понял, у них вот эта версия с тем, что Ряженый стрелял там и убил, сразу возникла моментально. То есть им не надо было делать кучу этих распознаваний. То есть они по ходу вот этого осмотра места происшествия и беседы со свидетелями, они уже решили, что это именно он, этот Ряженый, сделал. Мало ли чего они там, кто-то говорит, кто-то подозревает из этих свидетелей, что это был Ряженый. Но этот спектакль был и затеян для того, чтобы он там посидел, якобы ее караулил, следил за ней и прям вот ждал, пока она будет ехать на море, выйдет с чемоданом. И решил в этот последний день действовать. А почему не Бабюк, это, которая проходила на расстоянии там полметра от этого Фарион, взяла и застрелила? А тот просто перепугался и дал дёру, блин. А эта Бабюк показывает, что она ничего не видела, ничего не зная, повернулась, а то и бежит. Ну, почему нет? А почему как снайпер какой-то там из окна напротив дома не сидел?
Ну, насчет снайпера, получается, что если входное маленькая дырка, а выходное мясное, то это пистолет. Но все равно кому-то кто-то этот спектакль заказал с этим ряженым. И поэтому уже, когда Фарион убили, это сидел ряженый, все. Все, они уже решили. Давно уже решили, что это будет этот ряженый убийца, который сидит во дворе. Ну да, то есть это компания там Дума, это Бабюк и этот ряженый троем что-то там мутили, в конце концов ничего не понятно. Решили на Зинченко все повесить. Ну, придумали, что будет это Вячеслав. А вот эти вот программные обеспечения, которыми они пользовались, эти британские, они у нас не сертифицированы в Украине, насколько я понимаю. И их использование для того, чтобы определить кандидата на правонарушение, значит, нету законных оснований. То есть сертификат. То есть вот то, о чем Клименко говорил, да, мы там с помощью программной обработки. Он пишет, что нас глушат, что нас не чути. Кого глушат? Может интернет слабый, девчата, как со светом, все нормально, потому что нам слышно хорошо. Может, вам не слышно, потому что интернет слабый. Ну, пишут в комментариях, что нас глушат, что не слышно. Вже чути, добре. Продовжайте, извините, що ви бачите. Добрий вечір, то ви говорили, я не поздоровалась. Добрый, да. Вот, это программное обеспечение должно быть сертифицировано. И они с помощью программного обеспечения начали говорить, что вот этот человек, значит, разыскивается, да? Ну, и потом они сказали, что вот это, они определили, что это Зинченко, якобы. С помощью этого программного обеспечения. А это программное обеспечение какое? Кто его проверял? Ну, масса вопросов. Потом вот эти вот метки времени на этих видеокамерах, когда там в одно и то же время появляется ряженый в одном месте, а Зинченко за 5 километров оттуда на балконе. И это несоответствие, значит, объясняется с помощью допроса владельцев камеры. Но так оно не делается. Почему не сделать техническую, экспертизу этих камер? Действительно ли так или нет? А то мало ли что там расскажет этот владелец этой камеры. Мне вообще очень, я чуть-чуть перебью вас, вообще очень нравится, когда на камере показывают, прокуратура там доказательства, как там Вячеслав гуляет, в ВТБ ходит, мусор выкидывает. Время на камере такое-то, реальное время такое-то. У меня вопрос, откуда она знает, эта прокурорша, какое было реальное время? Ну, наверное, она в тот момент сидела на Масарика 3 и управляла этим спектаклем там. Так она все время говорит, время на видео такое-то, реальное время такое-то. Но это у них в протоколе записано у них так. Она все это читает слово в слово. Не, ну так на заборе тоже написано Зоя. Но ни Зои нету и никого нету. Да, не говорите. Заглядываешь, это... В протоколе написано. Ну, хорошо написано. Даже вы пишете это в протоколе. А где доказательства, что откуда вы изъяли видео? Как вы знаете, какое было тогда реальное время? Ну, я так понял, что для этой компании, которая там мовных этих мовных патриотов, да, им все равно, что там фабрикуется, зачем фабрикуется. Им главное, что это человек из Днепра, он из русскоязычной семьи, и они хотят, чтобы его сделали виновным в убийстве Фарион, патриотки.
Вот что они хотят. Ну, скажем, не в убийстве, а в ликвидации. Такой спектакль заказать, это надо было готовиться и уже знать, что ее не будет в этот день. И София еще лазит где-то 4 часа, непонятно. А потом ее привозят, наверное, она, наверное, пока ее убивали, она пила, а потом ее прокапали, чтобы в божеский вид привезти. И привезли ее в больницу. Но почему-то подружку снимают, София, что она дает там какое-то интервью, а самой дочурки нету. Дочурка только успела написать: мама плохо, скоро помре. А через 17 минут уже похороны. Все, приезжай, Василь. Да, и тут она вваливается в этот зал судебного заседания. Чого ти вбив мою маму? Тю, блін. Ну, Она що, з Будуна чи що там? Ну, в окулярах була, мабуть, з Бадуна. Праздновала. Наверное, праздновала. Ну да. Ну, где вот, ну, дочь, вы собираетесь ехать на море, то она пошла за детский садочек, за кем там. Потом она говорит, что где-то она там шла, в телеграм-канал, телефон у нее не работал. Так к тебе ж мама едет. Ну, вообще меня удивило другое. Она ездит на машине, ездит за рулем, да, она едет в магазин за покупками. Почему не заехать, не забрать маму, не поехать ни с мамой, не сделать покупки? Вообще очень странное поведение дочери, да, достаточно непонятное. Ну, как бы сделала любая женщина, да, ты собираешься с мамой на море, ты заехала бы, забрала маму, пошли бы, скупились, ну, по логике, правда ведь? И потом бы поехали домой, если мама собиралась к тебе ехать. Ну, так бы могло бы быть, если бы это была нормальная семья. Но, судя по всему, там было немножко по-другому. И мне вообще поведение Софии вызывает массу подозрений. Ну, если действительно у нее автомобиль, и она ездит, да, реально на ходу, то почему нет? Валерий, писали в комментариях очень много, что они соседи эти, как ее, Фарион, и что София очень часто приезжала за мамой на машине, она приезжала к ней на машине. И до убийства, там, дня за 2, там весь двор слышал, как они ругались. Да, за сутки или за 2 до убийства Фарион был грандиозный скандал, как писали соседи в комментариях, где она ругалась и кричала маме там, чтоб ты там, в общем, умерла, ну, другими словами, правда. И это слышали все соседи вокруг. То есть там был грандиозный скандал за деньги именно. И об этом знают все соседи. Почему-то об этом нигде ни слова. А где эти комментарии? Ну, это еще в самом начале нам писали комментарии у меня на странице. Много людей писало. В ТикТоке, да, там эти есть? Да, Есть люди ТикТоке, писали. да, тут. Было бы интересно на них посмотреть, на те комментарии. Ну, это надо листать год назад, отлистать год назад, и, может быть, возможно, найти под видео. Некоторые даже писали, что там буквально месяц-два прошло, и София выплясывает в ночном клубе. Я попросила сбросить видео, они написали, что есть, ну там, засняли ее немного. Сбросьте, пожалуйста, видео, мы, ну, короче, не скажем, кто это именно скинул. Но побоялись, так и написали. Ну, это ж надо номер давать, высветиться. Побоялись скидывать. Так что София там не сильно долго горевала. Не, ну это видно, да, по ней, что она очень счастлива, что она получила наследство. И... Просто сам момент, почему, когда был ее допрос, да, она там встала опять эту панихиду, что-то за каких-то котов рассказывала, мы не ходили к маме, там с сыном аллергия на котов. И тут же она в Фейсбуке выставляет, что у нее живут 1 чи 2 кота. И дети с этими котами играются. Там столько таких моментов, Карина, очень много таких моментов, понимаешь, подозрительных, которые действительно вызывают подозрения именно к дочери подозрения. Вот именно к ней. Ну, так просто, ну, хорошо.
ругаешься там за деньги, за наследство, за все. Но в день отъезда в 7 часов у нее столько версий, где она была. У нее миллион версий, 3 или 4. Если собрать все ее интервью, как она узнала, что мать ее убили. Тогда же в больнице даже там подружка дает интервью, а где дочурка, я не могу понять. Дочурка зашла в палату, ее запустили, Фарион лежала под аппаратами, когда дочурка вышла, через 5 минут, не помню, кто-то писал, через 5 минут все, Фарион умерла, остановка сердца. Не, ну очень подозрительно выглядит ее переписка с мужем, вот которую мы выставляли. Это она выставила у себя на странице эту переписку со своим мужем, да, Василевым, где буквально, я же говорю, через 17 минут она уже знает, когда похороны мамы. То есть я еще не видела такого в своей жизни, чтобы человек умер, да, это не какой-то там дальний родственник умер, это умерла твоя мама, неожиданно умерла, не после долгой болезни продолжительной, да. Умирает твоя мама, и ты через 17 минут уже знаешь, когда будет, извините, похороны. То есть, и еще возможно времени. Ну, кстати, очень... Через 17... Ну, это очень важный момент, потому что, ну, то есть она уже знала заранее, получается. Есть еще одна интересная мысль. То есть, вот, скажем, произошло это убийство. Вот она лежит, вот она истекла кровью. Она, ну, можно сказать, должна была бы умереть моментально. То есть через минуту, как максимум. Ну, 3 минуты. Приезжает скорая через 5 минут, погружает ее туда, в этот автомобиль, и якобы начинают реанимационное мероприятие. Делают, значит, ей инкубацию, да, или что-то там, искусственное дыхание, потом везут ее в больницу, делают МРТ, значит, потом реанимация, потом опять что-то там, операцию начинают делать. Она уже мертвая могла бы быть. То есть и полиция никак, то есть не контролировала вот этот вот период, когда она лежала. То есть они же приехали уже позже. То есть они бы, ну то есть тогда должна быть следственная группа присутствовать в этом, в больнице. И ехать вместе, значит, с этим телом туда, в этом реанимации. А их не было. Хотя бы там 2-3 следаков полицейских, они должны быть в больнице и наблюдать всю эту ситуацию. А то вдруг... Нигде никого нет. Да, вдруг она уже умерла, а они там делали вид, что они там что-то реанимируют. Мало. Это вообще очень странно. Все. То есть при таких вот как бы поражениях смерть моментальная. Какое еще 4 часа? Я вот этого тоже не очень-то... Оно как-то все не складывается. Хочешь сложить пазлы, а они все никак не складываются. Очень много вопросов. Очень много вопросов к Софии, очень много вопросов к ее интервью. З огляду того, що я бачила, она пошла, да нет, она побежала там, где лампадки. Ну да, она находилась за 3 метра от этой Фарион, как она говорила, когда был выстрел. Бабюк, в смысле Дума, находился метров за 15 оттуда, или 20 где-то, да? То есть почему-то Дума, он сказал, что он первый подошел туда. А это что делала там все это время? Бабушка стояла, наблюдала, как кровь бежит. Вот это вопрос еще, что эта бабушка, не она ли выстрелила в эту Фарион, прямо проходя мимо нее, в лоб, бах, а этот ряженый там стоял и перепугался и удрал. И убежал, да. Да. Схватил насос от велосипеда и бежать. Ну да. Через лес бежал, короче, запарился, жара ж была 40 градусов. По дороге снял очки и шляпу, увидел собачку,
Чиковон, да. Смотрит, было 19, стало 11 число. Вот. Да, было 19, стало 11. Это комедия какая-то. И ни одного доказательства за 19 число. Ну, вот прокуратура, я просто иногда вот так задумываюсь, и прокуратура 10 месяцев доказывала вину Вячеслава. Вопрос, где вина, где эти доказательства? Тут уже и юристам не надо быть, и адвокатам-криминалистам, мне кажется, не надо быть. Просмотрели видео, где Вячеслав ходит, Перекресток, Львов, АТБ, выкидывает мусор. А София еще в интервью говорит, вот мы сегодня посмотрели доказательства, как он выкидывал мусор. Вот что у нее в голове? Это какое доказательство? Вот, он посмотрел на мусорные баки. Ну, дальше посмотрел он на мусорные баки. Дальше что? Еще бы Может, там бабушка какая-то горлопанила, пакет не в тот бак выкинула. Еще бы пригласить медицинского специалиста, который бы сказал им, что при таких поражениях смерть наступает мгновенно. Почему они? Ну, так это уже все знают. Адвокаты почему им бы не пригласить вот этого, такого специалиста? Это было бы нормально. Посмотрим на суде, кого Сулейма пригласит с этим вторым адвокатом. Ну, да. Что они подготовят, какая будет защита, может у них своеобразное мышление, и у них свой ход событий. Ну вот этот свой ход защиты. Последний шаг вот этого, то есть когда изменился порядок доследжения, то есть что сейчас будет вещественное доказательство, это вообще плюс. То есть нормальный такой ход, когда все уже аргументы будут исчерпаны со стороны обвинения, то тогда начнутся уже карты швыряться вот этих вот адвокатов, если они у них есть. Есть ли они у них? Ну, я не знаю. Ну, это уже будем смотреть, нам же мы не знаем, что там подготовили какой маневр защиты. Надеемся, что будет хороший маневр. Сейчас они подадут все клопотания, которые им надо. Может, у них уже экспертизы есть независимые с пометкой дослідження. Мы ж не знаем. Ну, если честно, Немировский мне говорил, что вот этот список доказательств и список свидетелей, в частности, да, был им подан еще на предварительном судебном заседании, то есть до начала судебного рассмотрения. Хорошо, почему судья это тогда не принимает во внимание? Потому что уже Немировского нет? А Петлеваны и Романык заявили в судебном заседании, что этого списка нету. И теперь возникает вопрос, что, может быть, дезавуировал этот список Сулейма, который в свое время подал таки Немировский. Вот это вопрос. Но эти все списки клопотания Немировского, они же фиксируются где-то, правильно? Ну, конечно, да, они все в деле. Входной лист, номер. Прямо вшиты, то есть дело подшивается все. Значит, должны быть, значит, они скрывают. Это уже, не знаю, как его. Как скрывают, но этого не скроешь. Тут единственное, что если их нету, ну, в активной форме, да, то тогда это дело рук Сулеймы. Ну, раз нету их в активной форме, они были поданы, ну вот, к примеру, как сделать для того, чтобы это обнародовано, чтобы это появилось, то, что исчезло в суде, появилось опять? Нет, то есть оно не исчезает материально, оно может быть дезавуировано другим как бы документом, поданным Сулеймой, например, да, как адвокатом. То есть он может сказать, что будет новый список, да, и тот тогда признается недействительным, ну, то есть не как-то так. Понятно тогда. Ну, такое не очень этичное действие. Ну,
тут весь процесс не очень этичный, скажем так. И все доказательства какие-то не очень этичные. Все числа, я так понимаю, если есть доказательства, именно на 19 число. Правильно? 19 числа был день убийства. Вот именно на 19 число у них должны были быть какие-то доказательства. Но у них нету. Они все рассказывают 16, 11 число, там еще какое-то число. И показывают видео, изъятые из камер. Ну, что вы взяли из камеры? Мы его слепили из того, что было, называется. Поэтому они тулили все, что могли натулить, другое не тулилось, понимаешь? Поэтому вот так вот, урывками, кусками, непонятно что, непонятно где. С одной девочкой я разговаривала, говорю, а что это вообще за доказательства? Ну, почему адвокаты молчат в суде? Это будет потом. Я говорю, так а что они хотят этим показать? И я услышала вообще оригинальный ответ, я потом очень долго смеялась, я и так сейчас вспоминаю, долго смеюсь. Это подготовка к убийству. Я говорю, в смысле, это какая подготовка к убийству? Сходить в АТБ – это подготовка к убийству? Это они показали. И еще один момент, который стоило бы вот сделать. Поскольку в отношении Фарион было возбуждено уголовное дело СБУ, и она была под наблюдением, то тогда вот почему адвокаты Зинченко не заявляют ходатайство о том, чтобы вот это дело СБУшное присоединить к материалам этого дела? Может, там, в этом деле СБУшном, есть доказательства, которые можно использовать в этом деле? Почему они не хотят присоединять? Вот эти материалы того дела, какие-то следственные действия, там факты установленные, они могут использоваться в этом процессе. Почему они этого не делают? Это надо заявить, причем очень... Я думаю, что, может быть, в тех ее 4 криминальных дел, которые были на нее открыты, возможно, там есть и мотив ликвидации Фарион. Да. Их надо читать, ознакомливаться с ним. Они их просто закрыли и все, и решили, короче... Не, ну закрыли, они же где-то есть, эти дела. Но они дела эти закрыли в связи с смертью подозреваемых. Хорошо, закрыли, но все, что там в деле, оно ж есть, оно ж не испарилось. Ну есть, это ж надо изъять дела, написать бумагу, порыться в этих делах, поискать мотив, также в суд предъявить с этих дел мотив убийства, кто там, мы же не знаем ни фамилии, ни кто там, ни что там Фарион говорила. Возможно, в этих делах есть и сам мотив убийства. Потому что у Вячеслава мотива убийства, так как они говорят, он со скольки там, с 14 лет, 4 года следил за Фарион. Ну, Вячеславу что делать нечего вообще, за Фарион следить. С 13 или 14 лет он следил за Фарион. Но это просто бред. Вначале у них была версия, что это русские, отпала версия русские. Потом романник, что он там какие-то статьи, что у него куча фотографий, локаций Фарион, где она там живет. Романник, у нее что с головой вообще? Ну, во-первых, телефон изъяли. Что вы там понакладывали, это уже неизвестно, так как вы так слепили это дело из того, что было. Ну, скриншоты, они не говорят о том, что кто-то готовит какое-то убийство. Ну, есть скриншот, ну и что? Ну, даже Масарик... Это еще не факт, что это сделал Вячеслав. Вот Вячеславу нужно, то Масарика было. Ну, если бы не было этого спектакля с этим Ряженым, и Фарион просто ликвидировали тихо, по-тихому где-то за углом, и никого не нашли, дело бы протрезвели, мы будем искать, и по концовке это дело бы замялось, потому что половина этой Фарион вообще она неинтересна. За нее забыли, и
перекрестились, а дело ушло в архив. Но они устроили этот спектакль из-за мову. Нет, она Всё. была популярна очень на российской пропаганде. То есть ее каждый раз, когда нужно было говорить о том, что тут в Украине у нас проблемы, они всегда показывали эту рожу перекошенную, значит, с дулями там и со всеми делами. Ну, такое все, негатив, короче. Ну, один негатив. Россияне бы тоже посмеялись и забыли, что ее ликвидировали. Ее буквально бы через пару месяцев, ну еще б там вот эти прихильники, ее подружки бы погоревали бы и забыли уже на следующий день, и дело отправили в архив. Не, ну как бы она была вот этим лидером этой нацификации, которую решил денацифицировать Путин. Вот зачем она нужна была им. То есть им ликвидировать смысла ее не было. До момента, пока не была бы оккупирована Украина. Зачем? Я не имею в виду, что россияне ее там ликвидировали. Ликвидировали ее, я предполагаю, что наши местные. Да, с Украины. Да, и россиянам нет смысла, они такого провокатора ликвидировать зачем? Пусть себе Я имею в виду, что если бы ее по-тихому убрали и дело отправили в архив, через месяц-два они уже бы забыли. И все. Поставили бы памятник, походили бы, погоревали бы, партия свободы вышла бы, там сказала: мы отомстим за тебя, мы найдем убийцу. Все, вот это на панихиде покричали, развернулись и уже бы забыли. Да не знаю, есть столько способов убрать человека, чем вот эти вот... Ну кому-то ж надо был этот спектакль с этим Ряженым. Ну да. И именно там, где показывают, что Ряженый гуляет, обратите внимание, он четко знает, где камеры. Он не спешит никуда, он везде ходит прогулочным шагом. Когда вот стоят куча машин, есть видео, и он доходит, этот Ряженый доходит, он знает четко, где камера, опускает вот так вот голову, он не смотрит на камеру, разворачивается и идет обратно, ну, прогулочным шагом обратно. Но он знает четко, где стоят камеры. Поэтому он не идет лицом на камеру. Он или отворачивает, или спиной. Он знает четко, где там стоят камеры. Ну, такое впечатление, что этот Ряженый, он как бы еще занимался брейк-дансом, потому что его движение вот в этот момент, когда он разворачивается и идет назад, очень специфично. То есть даже или не брейк-данс, а вот есть рэперы такие, да, которые там вот так вот именно такое движение демонстрируют. Очень, разворот. Да, такое специфическое. Поэтому не всякий футболист так развернется, потому что для футболистов это не характерно. Для футболистов нужен финт, а не вот так. Поэтому вот с этих даже видео, если бы сделали экспертизу, не в Украине экспертизу, а сделали независимую экспертизу сравнения походки Вячеслава и этого Ряженого, и это бы уже было какое-то доказательство, что это не Вячеслав гуляет. Вот в Чехии нашли парня по идентификации походки. Было совершено преступление в одном городе, а его нашли в Праге. Он уже там гулялся. Ну, так по идентификации походки. Тоже в Чехии. А вот, пожалуйста, наглядно они показывают этого Ряженого, что он гуляет, там дорогу переходит по зебре, то, сё. Есть видео Ряженого? Ну, действительно его. Походка видна. Сделайте сравнение. Там и рост можно видно. Экспертизу. Рост, вес, походка. Раз нету у вас лица 30%, они вцепились в эту портретную экспертизу. Это дело еще можно было развалить еще на доследствии. И не сидел бы Вячеслав 10 месяцев, не слушал этот бред. Пошел в АТБ, мусорный бак,
Это вообще, это они показывают подготовку к убийству. Какому убийству? Зашел в АТБ, купил килограмм патронов, пошел в этот лес, прострелял с насоса от велосипеда, а потом выкинул в мусорный бак или что? Да кошмар. То, что они его прессовали там в этом СИЗО, подсадили к нему этих 3 мудил, блин, которые его там заставляли самооговор сделать, это говорит о том, что у них нету ничего. Ну так какие доказательства были 10 месяцев? Так там у них ничего нету, ни оружия, ни пули. У них даже нету пули из башки Фарё. Точно. У них ничего нету. Стула это мыли 3 раза. Мыли и намыли 1 раз, да? 2 раза мыли, не нашли, на 3-й раз намыли что-то. Что ж они там намыли, интересно? Наплевали, может быть, на стула. О, есть. Стулья подменили. Ну, там такие ватные палочки называются, ушные, типа ушные палочки. Вот они там этими ушными палочками, не знаю, стул, может, смачивается предварительно чем-то или нет. Вот они труд. Они же уже Вячеслава задержали, потом начали это стула мыть. Нет. Первые 2 экспертизы ДНК, они 20 числа. То есть убийство было 19-го. Делали со стулом экспертизу, нет? 2 раза с экспертизу, а 3-й раз уже нашли там якобы. 2 раза ничего не нашли, а 3-й раз нашли. 2 раза, да, даже или 4-й раз нашли. Там 2 раза, короче, 20 числа были сделаны вот эти забор материалов ДНК с помощью этих палочек, тампонов ватных. И они запечатываются, они направляются в экспертную установу, и там экспертная установа их распечатывает и начинает исследование специальной аппаратурой. Вот, это все было 20 числа сделано, запечатано, отправлено, и получен результат там где-то 1 августа. И результат отрицательный. Вот, что там много людей сидело, и невозможно выделить какую-то конкретную ДНК. Вот, а когда уже после ареста, то есть там туда направили в ту установу целый стул. И что они там с тем стулом сделали? Вот это вот вопрос в этой экспертной установе. Вот там, я как слышала, на 3-ю экспертизу эти слюни сопли, когда делали, там вообще уже другой стул приехал. Да, об этом Немировский и говорил, поэтому этот стул нужно опознавать прямо в судебном заседании, что насчет свидетелей, что они покажут, будет брехать или как, а потом им предъявят, что вы там сбрехали под присягой. Валерий, скажите, как вы оцениваете, сколько еще продлится вот это издевательство над ребенком, я имею в виду суд весь этот цирк? Ну, еще долго, да, еще год. Если не предъявить алиби железное, да, то вот так оно и будет тянуться. Там экспертизы назначат, там потом будет ждать их ответа, этих экспертных установ, потом начнутся исследования этих результатов, потом вызов свидетелей, их должно быть человек 15-20, например, со стороны защиты. Такое. То есть еще времени будет ого-го. Но это так. То есть, если нету алиби. Если есть алиби, то моментально раз-два и ничего нет. То есть София, да, когда пишет в своих дописах, что через 2 года там будет вынесен приговор, то есть она рассчитывает на то, что еще 2 года это будет тянуться. Я так понимаю. Ну, а же София уже знает, никто не знает, а София уже знает, что 2 года будет. Она уже дописи робить в Фейсбуку такие, да. Нет, она просто провоцирует. Они хотят, чтобы поскорее это совершилось, потому что они все уже, по их мнению, доказательства подали, они достаточны, поэтому они хотят скорее прекратить дальнейшее рассмотрение, то есть не дав защите вообще предъявить свои аргументы. Поэтому она так говорит. Это провокация. Не нужно обращать внимание на то, что говорит София в данном случае.
они говорили сразу о затягивании стороной защиты. Какое затягивание, если они 10 месяцев только рассматривали доказательства стороны обвинения? Дайте 10 месяцев стороне защиты, тогда будем говорить, кто затягивает. И то 10 месяцев что рассматривали? По итогу вообще ничего, никаких доказательств нету. Смотрели 10 месяцев видео. Вот такой вопрос поступил. Чи розглядають в суді, де ділася зброя? Ее нету вообще-то из сброи. Они нашли какой-то пистолет у какой-то там соседки за 3 квартала от Зинченко в Днепре. Сказали, что она его то ли тетя, то ли там дядя, в общем, а потом оказалось, что это что-то не то они нашли, поэтому они быстро прекратили этот спектакль с этим пистолетом, который там переделанным. Нашли. Да, у них спектакль и с клоуном, и с гильзой, со стульями, моют, показали, где Вячеслав гулял по Львову. А вообще такой профи-убийца, да? Готовился 3 года. Куча скриншотов. 19 числа ликвидировал Фарион, решил еще погулять по Львову, взять билеты на свое имя, расплатиться своей картой и поехать домой. Лежал бедный парень на диване, парень лежал на диване, жевал бубульгум и слушал плеер, смотрел телевизор. И тут забегают опасного преступника ловить. Цирк на дроте. Вот да, это... Обычно преступники так точно не прячутся, да, поездами не разъезжают и не сидят на месте преступления еще пару дней. Но да, это однозначно, тем более не рассчитываются своими картами. Ну, то есть все это шоу-программа была, я так понимаю, ну, специально подстроена, да, все это разыгрывалось, только никак не срастается с личностью Славика, давайте так скажем, потому что ребенок несколько другими вещами увлекался, как все дети, да, у него футбол, спорт и так далее, но никак ему не было интересно это Фарион. Может, он и читал про нее, может, он и слушал там, кто она там и что она, но мы все что-то читаем, что-то слушаем, но убивать человека, вы меня извините, для этого нужны не то что веские основания, это вообще, ну, это... Я не знаю даже, как это назвать. Ну, то есть ребенку явно это не нужно было. Поэтому то, что придумали, могли бы что-то посущественнее найти, какое-то, я не знаю, или уже сделать висяк, как говорят, да. По крайней мере, люди бы в это поверили. А вот в то, что они повесили это преступление на невиновного ребенка 18-летнего, да еще рассказывают, что он с 13 лет там чуть ли не готовился, то это, конечно, смешно. Хотя не смешно то, что он уже год сидит. Вот это уже больше не смешно. Года. Да, больше Валерий, года. А вот на следствии еще можно было ж развалить дело? Доказать, что это не Вячеслав? Ну, там это тяжело сделать, потому что... Ну, а если бы вот сразу, к примеру, адвокаты заказали бы независимые там в Польше, в Чехии, отправили эти все видео на идентификацию, там, походки, рост, вес, все остальное. Можно было развалить это дело? Ну, сейчас давайте вначале по досудебного следствия. Там порядок такой, то есть они выносят постанову о возбуждении уголовного дела по факту, да, вот, совершения преступления. Потом они ее квалифицируют, но дело в том, что там нужен состав преступления, о котором я говорил, и вот развалить можно сразу, если нет состава преступления. Ну, когда они в отношении Вячеслава это дело привязали. Но получилось, что на тот момент не развалено. Там, наверное, не было адвокатов, в общем, некому было заняться. То есть адвокаты, наверное, вступили попозже, и уже предварительное следствие пошло в ход. Потом уже подключились адвокаты.
Смотрите, но еще надо следственным, когда вот Сулейма даже говорил, вот, кстати, за 16 число, что Ряженый заходил в подъезд, пробыл там около 5 часов, это зафиксировали камеры, и камеры зафиксировали Вячеслава стоящим на балконе. У него были... Да, это было еще на первых заседаниях. И если, ну как, я так думаю, доказать экспертизы, нам можно, комиссионерию улики, собирает это видео, такое время, реальное время. Все, это не он, вот экспертиза. Вот доказательство, что 16 числа Ряженый заходит в подъезд, Вячеслав стоит на балконе. Походка не та, рост, вес не тот. Вячеслав вообще, это сейчас он там похудел уже в СИЗО. А когда его задержали, он совсем другого был телосложения. Развалите это дело еще на следствие. Когда они пытались доказать, собирали какие-то улики, какие-то доказательства, стулья мыли, лавки носили. И еще есть такой нюанс в этом деле, что в связи с военным положением у них процессуальные нормы некоторые поотменялись. В частности, если идет переквалификация на пожизненное, где там предусмотрено, то тогда такие дела рассматриваются с присяжными заседателями. Так вот, присяжных нету в этом процессе. И это тоже один из моментов, который можно подумать, как его учесть, потому что если бы это были присяжные, то тогда суд не был бы настолько неуправляемым, в смысле управляемым с другой стороны в этом вопросе, потому что у нас такая традиция. Традиция, но если бы были присяжные, и еще Львов взял присяжных со своей группы «Фарион», то это был бы уже не суд. Можно было их со всей Украины собрать, то есть не только из Львова. Почему только со Львова? Нет, можно. Потому что Львов это ж Львов. Они бы сейчас, если они это дело клепают с непонятно чего, то они бы присяжных со Львова собрали. Это можно было бы поменять, потому что присяжные должны быть со всех. Это дело резонансное. Зачем Львов? Это должны быть ключевое слово. Там много ключевых, да. Ой, наконец-то я прорвался в эфир, а то было просто кошмар, что там творили наши друзья. Как они там? Да, пришло. А вы вот писали позавчера, по-моему, в эфире, что новости есть. А какие новости? Я вроде выложил это видео по поводу... По поводу... Давайте... Да. Подписывайтесь на канал Валерия Табакова в ТикТоке. У кого есть возможность помочь Олене Зинченко, которая, уже, так сказать, средства мамы на исходе, потому что заканчиваются, там деньги имеют свойство заканчиваться, поэтому кто может 5-10 гривен на карту мамы, пожалуйста, донаты. Карта Олены Зинченко лично, ни кого-то из группы, никто к этой карте никакого отношения не имеет, поэтому, будь ласка, кто хочет помочь маме, нададим карту Олены Зинченко. И подписывайтесь на канал Валерия Табакова, приходите к нам на эфиры, будем разбирать заседания, каждое заседание суда будем разбирать, будем общаться, кто хочет, поддерживайте нас, и
Будем ждать 11 числа, следующее заседание будут, я так понимаю, свитки уже начнут со стороны защиты. Нет, будет вещественное доказательство. Вещественные доказательства, окей. Хотелось бы уже побыстрее послушать свидков и доказы невиновности Славика. Нет, свидки в конце, еще ж доказы. Видео, там, документы всякие. Ну, будем следить теперь за работой адвокатов. Прокуратуры мы уже посмотрели, собрали сериал «Рабыня Изаура». Теперь будем смотреть, как будут работать адвокаты. У меня такой еще вопрос к Валерию Табакову. А вот смотрите, если докажут невиновность Славика, прокурору Петлеваному что-то будет за то, что они эту справу сфабриковали? Ничего. Ничего. Да. Не, но если как бы нету всяких там сигналов по фальсификациям, то есть, то тогда ничего. Если есть сигналы, ну, могут они там рассмотреть, если он там плохо себя ведет, то тогда его там, я не знаю, ну, арестуют, лишат должности и отправят в тюрьму, может быть, да. То есть на лет на 5 так. Ну, опять ключевое слово может быть. Да. Ну, вряд ли они этого боятся, я думаю, потому что там свои правила. Очень жаль, конечно, да, очень жаль. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете Вячеслава, помогаете нам в разборе, да, этого сложного такого процесса, показательного процесса, потому что на месте Славика может оказаться любой человек невиновный в наше время, поэтому это очень важно, чтобы невиновный ребенок, не только ребенок, а человек вообще, да, был на свободе. Поэтому давайте следим за этим делом, оно очень важное для всех нас. И спасибо, кто нас поддерживает комментариями, лайками и репостами, потому что так мы делаем розголос этому делу. И это дело не замалчивается и рассматривается все-таки. Спасибо вам огромное. И от мамы, и от ребенка всем спасибо за вашу поддержку, потому что это тоже очень-очень важно. Ребенок действительно благодарен всем, кто на его стороне. Вот, мама об этом ему рассказывает, когда ездит на свидание, говорит о большой-большой поддержке. И еще раз вам огромное всем спасибо. Подписывайтесь на канал Валерия Табакова, на наш, и ждем вас снова в эфире. Когда, Валерий, когда вы сможете? Ну, в любое время, когда будет необходимость. Отлично, спасибо большое. Ну и всем спасибо, тихой ночи, Украина. И дякую. Спасибо, да. Тихой ночи, Украина. Спасибо, Валерий, Волю, Вячеславу. До свидания. Всего доброго.